Добрый день! Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сегодня я расскажу о том, как можно перещепить дерево. Вот есть у меня такое дерево. Дерево это в принципе сортовое, но сорт этот мне не понравился. И я хочу перещепить его на сорт, который называется Кальвиль снеговой. Вот, для того, чтобы это сделать, значит, по-разному делают. Я щеплю за кору. Значит, можно щепить вот здесь выше, но вот этот штамп уже, вот здесь прищепа. Оно, немножко тут толще, там тоньше. И, значит, корневая система здесь все-таки более устойчивый сорт, на который прищеплена эта яблоня, поэтому я буду срезать вот здесь. Для того, чтобы здесь срезать, необходимо сразу выше срезать, потому что дерево, оно может упасть и изломает здесь. Будет надлом. А тут мне нужен чистый рез. Ну, работаем. Вот, а теперь нам нужно сделать вот здесь чистый рез. Ну, где-то на таком расстоянии достаточно. Так. Дальше нам нужен острый нож. Ну, вот такой у меня острый нож есть. Значит, делаем вертикальный разрез коры сантиметра 3 где-то, 4 вниз. Вот так вот прорезаем кору и немножко ее проворачиваем так нож, чтобы кора с двух сторон отделилась. Вот одну и второй прорез делаем с другой стороны. Вот то же самое, чтобы кора чуть-чуть отделилась в одну и в другую сторону. Вот все. Вот я заранее заготовил такой черенок. И теперь нам нужно его, значит, сделать косой срез. Вот мы смотрим, одна почечка тут есть. Вот, вот это лучшая почечка. Вот мы ее оставим, а здесь делаем такой косой срез продольный. Такой продолговатый косой срез. Ну вот все. Теперь оставляем две почечки и остальное обрезаем. Здесь нам нужно кору немножечко срезать. Ну таким образом, чтобы с двух сторон она потом соединилась с корой вот этого нашего штампа. Вот так. И внизу. Ну, приблизительно так. Все, и теперь вставляем в наш разрез. До того момента, когда у нас начинается срез. Так, и еще один делаем такой череночек. Вот, и еще две почечки. Все. То же самое. Зачищаем кору с двух сторон. Вот, и вставляем сюда. До среза. Вот все. Теперь нужно, значит, это тщательно нам чем-то заизолировать. Ну, можно целлофаном, можно какой-то пленочкой. Ну, я использую для этого вот обычную белую такую изоленту. Белая не так греется на солнце. Вот, поэтому я вот использую белую. Тщательно теперь необходимо заизолировать, чтобы там не было доступа туда воздуха. Теперь необходимо в обязательном порядке
плотно это все завязать. Ну, в данном случае у меня капроновая веревочка. Плотненько, для того, чтобы значит, на солнце здесь не расслабилось и все это не отошло. Вот таким вот образом. Тут надо плотненько завязать. Вот так. И еще одна немаловажная теперь задача. Вот это все надо хорошо покрыть садовым варом. Иначе здесь будет подсыхать и привой не приживется. Вот. И чуть-чуть, значит, сверху вот эти наши уже прищепу закрываем. Ну вот, в принципе, и все. Теперь, если это солнечное место, желательно чем-то притенить. Можно так чуть-чуть прикрыть. Можно целлофанчиком одеть. Ну, под целлофаном там будет очень жарко, поэтому закрывать можно, но тогда надо оставлять какие-то отверстия. Ну, все, будем надеяться, что у нас это все приживется. Вот я притенил, здесь сделал, абрикос прищепил. Ну, вот таким вот образом выглядит. Вот здесь были боковые отросточки, я и боковые на всякий случай. Вдруг здесь не приживется, может быть, хоть один боковой приживется. Мы его и будем выращивать. Вот здесь слива у меня прищеплена. Вот как она выглядит. Вот здесь это через 2 года. Вот. Но здесь мне не понравилась эта прищепа, и я еще раз ее перещепил. И вот уже это прошлогодняя. То есть год она проросла. Вот так вот она выглядит. Вот такой побег она дала. Вот здесь это слабее чуть прижилась. Но нам достаточно одного. Потом это все мы будем здесь обрезать. Через год-два мы это все здесь обрежем. Вот так выглядит такая прищепа, которую я показывал, через несколько лет. Ну тут уже лет 7 где-то. Вот место, где мы щепили таким же образом за кору. Вот здесь видно сразу, что это совсем уже другое дерево. И вот эта веточка тоже самое. Вот в этом месте. Вот так вот выглядит дерево через несколько лет.